Женщина, о которой сейчас пойдет речь, умерла в 1951 году. Ей был всего 31 год. Ее похоронили на маленьком семейном кладбище в Виргинии. На могиле не было ни имени, ни даты, ни даже простого камня. Через несколько лет никто уже не мог точно показать, где она лежит. Для всего мира Генриетта просто исчезла, но ее тело умерло не полностью. Спустя 75 лет живая часть Генриетты по-прежнему существует. Ее клетки хранятся и растут в лабораториях на разных континентах. Их можно заморозить на десятилетия, а затем вернуть к жизни, словно смерти никогда не было. Сама Генриетта прожила 31 год. Ее клетки живут уже 3/4 века. Они пережили врачей, которые впервые увидели их под микроскопом. Пережили ученых, которые пытались понять их природу. И, возможно, переживут каждого, кто сейчас смотрит этот ролик. До этого человеческие клетки вне тела неизбежно погибали. Ученые могли продлить им жизнь, но не могли отменить смерть. Клетки Генриетты сделали именно это. Они словно нарушили правило, которому подчиняется все живое. Но почему бессмертие появилось именно в теле обычной женщины? Что на самом деле обнаружили врачи? И что произошло, когда ученые поняли, на что способны эти клетки? Возможно, человечество нашло путь к бессмертию еще в 1951 году. Но цена этого открытия оказалась гораздо страшнее, чем кто-либо мог представить. Генриетта родилась в 1920 году в штате Виргиния. Когда ей было 4 года, умерла ее мать. Отец не мог один растить большую семью, поэтому детей разделили и отправили к разным родственникам. Генриетта попала к деду на табачную ферму. Там не было ни богатства, ни легкой жизни. Нужно было кормить животных, носить воду, убирать в доме и часами работать в поле. Так прошло все ее детство. Позже она вышла замуж за человека, которого знала с ранних лет. У них родилось 5 детей. В начале 40-х годов семья переехала ближе к Балтимору. Муж устроился на крупный завод, а Генриетта занималась домом и воспитывала детей. Родные вспоминали ее как веселую, красивую и заботливую женщину. Знакомые часто обращались к ней за помощью, потому что она редко отказывала людям. Генриетта не была ученым, не стремилась прославиться и никогда не думала, что ее имя однажды будут знать во всем мире. Она жила обычной жизнью и больше всего заботилась о своей семье. В начале 1951 года Генриетта почувствовала внутри странное уплотнение. Затем у нее началось кровотечение. Сначала она не рассказывала об этом близким и надеялась, что все пройдет само. Но состояние становилось хуже, поэтому Генриетта отправилась в больницу. Это была одна из немногих крупных больниц в округе, где тогда принимали чернокожих пациентов. В Америке все еще действовало разделение людей по цвету кожи. Белых и чернокожих лечили в разных палатах, а многие клиники могли просто отказать чернокожему человеку в помощи. Во время осмотра врач обнаружил на шейке матки небольшую темную опухоль. Она отличалась от здоровой ткани. Врачи взяли материал для анализа. Результат подтвердил самое страшное. У Генриетты был рак. Ей назначили лучевую терапию, при которой опухоль пытались уничтожить с помощью радиации. В то время этот способ считался одним из основных методов борьбы с такой болезнью. Во время одной из процедур врач взял 2 небольших образца ткани. Первый кусочек он отрезал от опухоли, а второй — от здорового участка рядом. Генриетте об этом не сказали. Она согласилась на лечение, но никто не спросил, разрешает ли она использовать свои клетки для опытов. В то время это не нарушало закон. Врачи нередко передавали ткани ученым, оставшиеся после анализов и операций. Большинство пациентов даже не подозревало, что часть их тела могла оказаться в лаборатории. Оба образца Генриетты отправили в небольшую лабораторию, которая находилась в той же больнице. Исследователь по имени Джордж Гей больше 20 лет пытался решить одну из главных проблем медицины того времени. Он хотел научиться сохранять человеческие клетки живыми вне тела. Это было важно по простой причине. Прежде чем дать человеку новое лекарство, ученым нужно проверить, как оно действует на живые клетки. Одного опыта для этого недостаточно. Эксперимент необходимо повторить десятки, а иногда и сотни раз, чтобы исключить ошибку и убедиться в результате. Для такой работы требовалось огромное количество одинаковых человеческих клеток. Но получить их было практически невозможно. Каждый новый образец приходилось брать у другого пациента. Клетки разных людей отличались друг от друга,
поэтому результаты экспериментов тоже могли меняться. Кроме того, образцы часто погибали раньше, чем исследователи успевали завершить все проверки. Джорджу были нужны клетки одного человека, тогда ученые смогли бы разделить их между несколькими лабораториями, провести одинаковые опыты и сравнить результаты. За годы работы исследователь получил сотни образцов. Он помещал клетки в теплую питательную жидкость, менял ее состав, строил новые приборы и старался защищать пробирки от любых микробов. Но все попытки заканчивались одинаково. Сначала клетки делились и казались живыми. Затем их рост замедлялся, а через несколько дней или недель они погибали. Даже самые аккуратные условия не помогали. Человеческие клетки не могли существовать отдельно от тела. Здоровая ткань Генриетты тоже быстро погибла, поэтому этот результат никого не удивил. Но клетки из ее опухоли повели себя совершенно иначе. Уже на следующее утро их стало в 2 раза больше. Еще через сутки количество снова удвоилось. Клетки создавали новое поколение каждые 24 часа. Очень скоро они заполнили всю пробирку. Работники лаборатории разделили клетки и перенесли их в новые емкости. Обычно после такой процедуры образцы начинали расти медленнее, но на этот раз ничего не изменилось. Клетки продолжили размножиться с прежней скоростью и вскоре заполнили новые пробирки. Исследователи не могли поверить своим глазам. Десятилетиями они наблюдали, как человеческие образцы постепенно умирают. Теперь перед ними находились клетки, которые не ослабевали, не старели и вообще не знали, что такое смерть. Новую клеточную линию назвали HeLa по первым буквам имени и фамилии Генриетты Лакс. Джордж Гей начал бесплатно отправлять образцы другим ученым. Одна пробирка попадала в новую лабораторию, где клетки снова размножали и делили на десятки частей. Затем эти части отправляли дальше. Каждая новая лаборатория могла за короткое время вырастить из небольшого образца миллионы клеток. Поэтому эти клетки распространялись с невероятной скоростью. Сначала они появились в разных городах Америки, а вскоре пересекли океан и попали в другие страны. Все это время Генриетта продолжала приезжать в ту же больницу на лечение, не подозревая, что всего в нескольких метрах от нее, за закрытыми дверями лаборатории, уже жила и бесконечно делилась часть ее собственного тела. Почему именно клетки Генриетты оказались такими сильными? Раковые клетки других пациентов тоже пытались выращивать в лабораториях. Некоторые быстро размножались, другие жили несколько месяцев, но в конце концов все останавливались. Клетки Генриетты продолжали расти. У обычной клетки есть предел. После нескольких десятков делений она стареет и погибает. В клетках Генриетты вирус сломал эту защиту, а механизм старения перестал работать. Поэтому клетки не получали команду остановиться. Пока им давали тепло и питание, они могли размножиться бесконечно. Но за это бессмертие Генриетта заплатила собственной жизнью. Те же изменения, которые сделали ее клетки идеальными для лаборатории, превратили болезнь в невероятно агрессивного противника. Рак с огромной скоростью распространялся по ее телу. Сначала врачам показалось, что лечение помогает. Опухоль уменьшилась, и Генриетта вернулась домой. Она снова занималась детьми и старалась жить как прежде. Однако улучшение оказалось временным. Через несколько месяцев боль вернулась. К этому моменту болезнь уже распространилась далеко за пределы первоначальной опухоли. Рак поражал внутренние органы, мешал им нормально работать и становился все сильнее. Генриетта снова попала в больницу. С каждым днем ей было все труднее двигаться и даже разговаривать. Сильные обезболивающие помогали лишь ненадолго. В последние недели медсестры слышали ее крики из коридора. Генриетта понимала, что, скорее всего, больше не вернется домой. Больше всего ее беспокоили 5 детей, младшему из которых был всего год. 4 октября 1951 года Генриетта умерла. С момента постановки диагноза прошло меньше 9 месяцев. Но интерес врачей к ее необычным клеткам не исчез. Исследователи хотели узнать, смогут ли клетки из других органов расти так же быстро. Однако после смерти Генриетты для получения новых образцов уже требовалось разрешение семьи. Ее муж сначала отказался от вскрытия. Тогда ему объяснили, что исследование может помочь понять болезнь и выяснить, не угрожает ли она детям. После этого он согласился на частичное вскрытие. Из нескольких органов взяли дополнительные образцы. Они показали,
насколько далеко успел распространиться рак. Опухоли находились почти по всему телу. Но никаких результатов, которые могли бы защитить детей или помочь семье, родственники так и не получили. Тело Генриетты отвезли в Виргинию и похоронили на семейном кладбище. А тем временем клетки Генриетты уже готовили для первого исследования мирового масштаба. Очень скоро клетки Генриетты понадобились для борьбы с одной из самых страшных болезней того времени – полиомиелитом. Эта болезнь чаще всего поражала детей. Ребенок мог утром чувствовать себя здоровым, а через несколько дней он уже не мог ходить. Иногда болезнь останавливала мышцы, которые отвечают за дыхание. Ученые создали вакцину, но ее нужно было проверить на огромном количестве человеческих клеток. Клетки Генриетты решили эту проблему. В 1953 году в Алабаме открыли настоящую фабрику клеток. 25 ученых и техников выращивали яйцеклетки в длинных рядах стеклянных сосудов. Каждую неделю они готовили и отправляли самолетами до 12 тысяч пробирок. Внутри находились миллионы живых клеток женщины, умершей 2 года назад. На них проверили действие вакцины от полиомиелита. Она работала. Вскоре миллионы детей начали получать защиту от этой страшной болезни. В 1955 году яйцеклетка стала первой человеческой клеткой, которую удалось клонировать. Ученые взяли одну клетку и впервые вырастили из нее целую группу совершенно одинаковых клеток. В следующем году работа с такими образцами помогла исправить ошибку, которая держалась в учебниках больше 30 лет. Ученые считали, что у человека 48 хромосом. Новые способы изучения клеток показали, что их 46. Благодаря этому позже стало возможно находить болезни, связанные с лишней или потерянной хромосомой. В 1964 году эти клетки отправили в космос на одних из первых исследовательских аппаратов. Ученые проверяли, как человеческие клетки переносят невесомость и космическую радиацию, еще до того, как длительные полеты людей стали обычной частью космической программы. В 80-х годах именно клетки Генриетты помогли доказать, что некоторые виды рака, шейки, матки вызывает вирус. Это исследование позже привело к созданию вакцины, способной предотвращать ту самую болезнь, от которой умерла сама Генриетта. Сегодня яйцеклетки упоминаются более чем в 110 тысячах научных публикаций. Исследования с этими клетками участвовали в открытиях, за которые вручали Нобелевские премии. Клетки продолжают продавать лабораториям и сегодня. Небольшую пробирку можно заказать у специальной компании почти так же, как обычный прибор или химическое вещество. Генриетта при жизни весила чуть больше 50 килограммов, но за 75 лет ученые вырастили триллионы ее клеток. По одной из известных оценок, их общая масса за все это время превысила 50 миллионов тонн. Это в миллиард раз больше веса Генриетты. Со временем ученые обнаружили одну пугающую способность этих клеток. Клетки не просто хорошо выживали, они могли захватывать другие образцы. Представьте лабораторию, в которой десятки пробирок. В одной находятся клетки печени, в другой — клетки легких, в третьей — клетки кожи. Ученые годами наблюдают за ними, испытывают лекарства и записывают результаты. Но достаточно одной клетки Генриетты случайно попасть в соседнюю пробирку, как она начинает делиться быстрее остальных. Сначала ее невозможно заметить. Затем ее становится все больше. Через некоторое время клетки Генриетты полностью вытесняют исходный образец. Ученый продолжает работу и уверен, что изучает печень или легкие. На самом деле перед ним снова клетки Генриетты. Именно это произошло в лабораториях по всему миру. В 1966 году один исследователь проверил 18 известных клеточных образцов. По документам они были получены от разных людей и из разных органов. Но у всех 18 обнаружился один и тот же редкий наследственный признак, который встречался только у людей африканского происхождения. Некоторые образцы при этом принадлежали белым пациентам. Объяснение было только одно: перед ученым находились не 18 разных линий. Почти все пробирки уже захватили клетки Генриетты. Сначала научное сообщество не хотело верить в такой масштаб. Ведь признать ошибку означало согласиться, что годы работы и множество статей могли оказаться бесполезными. На исследования потратили огромные деньги. На их основе создавали новые опыты и пытались разрабатывать лекарства. Но новые проверки снова показывали одно и то же. Клетки проникли туда, где их не должно было быть.
Проблема не исчезла до сих пор. В научных базах находятся сотни образцов, которые были подписаны неправильно или заражены чужими клетками. Даже спустя десятилетия некоторые ученые продолжают публиковать работы, не проверив, что именно растет в их пробирках. Но самое тяжелое открытие ждало не ученых. Оно ждало семью Генриетты. Пока клетки Генриетты летали в космос, участвовали в опытах и продавались компаниям, 5 ее детей росли без матери. Семья жила всего в нескольких километрах от больницы, где началась эта история. Но никто не пришел к ним и не рассказал, что клетки их матери все еще существуют. Дети жили бедно. Старшим пришлось рано начать работать. Младшая дочь не помнила Генриетту и знала ее только по рассказам родственников и одной старой фотографии. Прошло больше 20 лет. В 1973 году семье позвонили ученые. Им понадобилась кровь родственников, чтобы научиться отличать клетки Генриетты от других клеток, которые она успела заразить. Но цель исследования объяснили настолько плохо, что муж Генриетты понял только одно: клетки его жены все еще живы. Дети решили, что врачи проверяют, не передался ли им рак по наследству. А младшая дочь боялась, что над матерью до сих пор проводят опыты. Позже семья узнала, что клетки Генриетты уже много лет выращивают, отправляют по всему миру и продают. Но десятилетиями сами родственники не получали ничего. У некоторых из них не было даже медицинской страховки. Младшая дочь Генриетты годами пыталась понять, что произошло с ее матерью. Она собирала статьи и медицинские документы, обращалась к ученым, но чаще всего получала сложные объяснения, из которых ничего не было понятно. Только спустя много лет ее пригласили в лабораторию. Там она впервые увидела клетки матери под микроскопом. Ей объяснили, что они не чувствуют боли, не обладают сознанием и не являются Генриеттой. Семья наконец поняла, что именно продолжала жить после ее смерти. Но оставался другой вопрос: почему больше 20 лет никто даже не считал нужным рассказать им об этом? Позже родственники подали иски против нескольких компаний, использовавших клетки Генриетты. Часть дел закончилась закрытыми соглашениями, условия которых не раскрываются. Но права распоряжаться клетками семья так и не получила. Имя Генриетты стало известно всему миру только в 2010 году, когда журналистка Ребекка Склуд выпустила книгу о ней и ее семье. Она почти 10 лет собирала документы, разговаривала с учеными и восстанавливала события, о которых родственникам Генриетты никто не рассказывал. Книга стала мировым бестселлером, а позже по ней сняли фильм. Миллионы людей наконец узнали, кто скрывался за 4 буквами Хила. Но младшая дочь Генриетты не увидела этого. Она умерла в 2009 году, всего за год до выхода книги, которую ждала всю жизнь. В 2021 году Всемирная организация здравоохранения посмертно отметила вклад Генриетты в медицину. К тому моменту ее клетки использовали уже 70 лет, а правила проведения исследований стали намного строже. Теперь врачи должны получить согласие человека, если специально берут у него ткань для научного опыта. Но после операции, анализа или биопсии в больнице могут остаться кровь и кусочки тканей. Если с образца убрали имя пациента, во многих случаях его по-прежнему разрешается хранить и передавать исследователям без отдельного согласия. Такой материал может десятилетиями лежать в замороженном хранилище, а затем неожиданно понадобится для нового открытия. Возможно, небольшой образец вашего тела уже хранится где-то прямо сейчас. Возможно, на нем однажды проверят лекарство или обнаружат необычную способность. И вы можете никогда об этом не узнать. Надгробие на могиле Генриетты появилось в том же 2010 году, через 59 лет после похорон. На камне написано, что ее бессмертные клетки будут помогать человечеству вечно. Сегодня ученые уже умеют продлевать жизнь отдельных клеток и частично возвращать старые клетки в более молодое состояние. В опытах на животных исследователям удавалось ослаблять некоторые признаки старения и улучшать восстановление поврежденных тканей. До бессмертия человека еще далеко. Но крупные компании и частные лаборатории вкладывают миллиарды в технологии продления жизни. При этом далеко не все результаты таких исследований становятся известны широкой публике. Отсюда и появляются подозрения. Некоторые люди считают, что способы серьезно замедлить старение уже найдены,
но доступны только военным, миллиардерам и участникам закрытых программ. Другие предполагают, что полностью излечивать болезни просто невыгодно. Человек, который покупает лекарства десятилетиями, приносит больше денег, чем пациент, которого вылечили один раз. Эта версия звучит убедительно, но никаких доказательств у нее нет. Ученые не создали одного лекарства от всех болезней и пока не научились безопасно останавливать старение человека. Но, возможно, секрет бессмертия никто и не скрывает. Возможно, он уже 75 лет находится у нас перед глазами, в обычных лабораторных пробирках. Клетки Генриетты доказали, что живая часть человека способна пережить собственное тело. Теперь ученым остается понять, можно ли однажды перенести эту способность на весь организм. А как считаете вы, смогут ли ученые однажды остановить старение? Или технология бессмертия уже существует, но обычным людям о ней не рассказывают? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А затем обязательно посмотрите наш ролик о Сен-Жермене, загадочном человеке, которого считали бессмертным. Люди утверждали, что встречали его на протяжении 300 лет, но он каждый раз выглядел одинаково и вообще не старел. Кем он был на самом деле и мог ли один человек прожить несколько столетий, разбираемся в отдельном ролике.